День 1676, Алекс на связи. Здесь очень интересный датчик. Это датчик вибрации от Акара. Он интересен тем, что у него, кроме очевидной функции вибрации, есть еще много других функций. И из-за этого есть на самом деле много способов интересных по применению такого датчика. Сам датчик очень компактный, он работает от батарейки CR2032. И в таком датчике, конечно, еще есть интересные функции. Например, это функция не только вибрации, а еще и определение угла положения этого датчика по 3 осям. Это удобно, потому что можно сделать разные сценарии, связанные с тем, в каком положении конкретно сейчас датчик находится. Он управляет это положение с некоторой задержкой, оно должно установиться, но по большому счету это тоже где-то около секунды всего. И какой-то сценарий, который не требует прям мгновенного действия, такая обработка этого значения тоже будет интересна. Еще есть у него определение падения, но, конечно, это очень такое специфическое свойство, но его можно, допустим, подбросить, и он сработает, определить это падение. Ну, или какая-то вещь, которая может там падать, не знаю, детская игрушка, и она тоже тогда, этот датчик сможет показать именно, что такое событие произошло. В целом он без проблем добавляется в разные системы умного дома, open source, то есть это он через Zigbee to MQTT нормально подключается, определяется, и все параметры там этого датчика показываются. Также в Home Assistant он добавляется без проблем. Ну и также я проверил, он еще и в OpenHub тоже через ту же самую интеграцию подключается, и тоже все свои сенсоры нормально там отображает. Основное свойство – это определение вибрации. Оно, конечно, много где может использоваться. То есть это просто можно там стукнуть по нему, и он сработает. Это тоже минимальное такое действие. И даже можно не по нему, а, допустим, по столу или какой-то другой вещи, которой он прикреплен. Но есть и другие способы использования этой вибрации. Например, устанавливают на какую-нибудь стиральную машину, и тогда можно определить, если вибрация этой стиральной машины прекратилась, то отправить сигнал там, систему умного дома об этом. Но на самом деле вибрация может прекратиться и заранее, а потом некоторое время она может работать в режиме каком-нибудь там ждущем. Или дальше вибрация просто может какие-то последние там действия стиральной машины не определять. Но тогда там либо можно попробовать повысить чувствительность, либо просто сделать так, как например, я делал, просто я устанавливал задержку от последней вибрации, например, там минут 5, и когда в течение 5 минут вибрация не происходила, значит уже точно событие, там, не знаю, стирка закончилась, или там также можно сделать на посудомоечную машину, и тогда точно будет понятно, что можно идти там уже разгружать и стиральную машину или куда-то другую. Но, конечно, это все можно и определять и другими способами, например, через умную розетку, там отслеживать потребление. Но как альтернативный вариант, такой вариант тоже он интересный. Также можно просто прикрепить такой датчик к какой-нибудь тумбочке, к ящику, и тогда, когда ящик открывает или закрывает, он будет срабатывать. Но в отличие, например, от датчика открытия, который тоже можно закрепить, ну, конечно, лучше его закреплять внутри, а не снаружи, как в рекламе показывают, что не совсем корректно. Но датчик вибрации вообще можно просто положить куда-нибудь, хоть в самый дальний угол, и его даже и не видно будет, и вообще там никто и никогда не определит, что он там находится. Но при этом он, конечно, будет выполнять свою функцию, и на всякие вибрации, связанные с открытием ящика, он тоже будет реагировать. Еще очень часто предлагают такой датчик ставить на окна, там, на вибрацию при разбитии окна. Но, конечно, я думаю, что это не очень целесообразное использование этого датчика, потому что окна разбивают не каждый день, я надеюсь. И
открытие, конечно, оно происходит, и на это он тоже может среагировать, но можно открыть и достаточно плавно, и он тогда тоже не покажет движения, никакого срабатывания. Но есть и много других датчиков, которые тоже могут определять разные такие события. Во-первых, датчики движения, которые явно могут реагировать там, на присутствие человека и отправлять сигнал там, в случае необходимости там, в охранную систему какую-то. Есть еще и датчики присутствия, которые можно вообще поставить еще там за стеной там, или за окном, и они еще и заранее будут предупреждать, что кто-то подошел к окну. И если реально там никто не должен ходить, то, конечно, это будет гораздо лучшим предупреждением. Можно там, предварительно заранее включить свет и там, показать, что кто-то есть в доме. Это тоже будет интереснее и там, гораздо эффективнее, чем просто уже постфактум фиксировать, что там что-то произошло. Ну и также можно его установить, допустим, на входную дверь, и тогда, если кто-то постучит в дверь, он тоже может среагировать. Это тоже интересная функция. Но, конечно, могут быть и ложные срабатывания, то есть если там порыв ветра был или просто кто-то мимо проходил, там задел дверь, и она может сработать. Но это все равно лучше, чем вообще пропускать, если там когда в дверь стучат, а никак не слышно. То, конечно, там можно, в принципе, и звонок поставить, и звонком пользоваться, но везде бывает по-разному. Но поскольку есть в этом датчике акселерометр, он показывает фактически угол наклона по там, всем направлениям. Его можно установить, например, на окно, если окно откидывающееся, или в режиме микропроветривания на окне открывается, то в этом случае, конечно, он определит, что окно открыто и, в принципе, тоже такую информацию там, в систему умного дома отправит. Ну, понятно, что здесь можно использовать и датчик открытия, но иногда его так неудобно разместить допустим, на створке окна, но если это все-таки датчик вибрации, его можно приклеить, в принципе, в любое время, в любое место на этом окне, и он тоже будет нормально там показывать. Причем сама сила открытия окна, она тоже может показываться от этого, то есть можно будет и это контролировать, если окно имеет разные там положения. Но если окно просто открывается в бок, то, конечно, он не сможет показать. Какие-то значения он будет отправлять, если это делать довольно быстро. Но в первую очередь, конечно, будет вибрация происходить, а во вторую очередь это, конечно, будет приходить изменение угла. Но это угол, конечно, будет не очень точный, просто там по инерции, так как оно сработало. Также угол можно использовать для того, чтобы в целом отследить наклон, допустим, каких-то вещей, каких-нибудь, например, кресла, там, которое может наклоняться, или кресло-качалка. Это тоже, в принципе, интересное решение, то есть можно будет понимать, на какой угол это кресло наклонено, и в зависимости от этого отрабатывать. Например, сидит на кресле человек сейчас или не сидит. Но, конечно, сам угол, я посмотрел, он недостаточно большой получается. Ну, нужно будет правило там очень точно подбирать это значение, чтобы правильно определять такое событие. Такое свойство, как падение, его, конечно, очень сложно применить. На самом деле, кроме как там какую-нибудь игрушку положить и отслеживать. Ну, может быть, какая-то вещь, которая тоже может резко опускаться вниз, будет полезна для того, чтобы такое событие отслеживать и обрабатывать. Еще в датчике есть значение температуры. Но это фактически, конечно, не температура воздуха, а фактически значение самого датчика. Но поскольку он особо не греется, то это можно приравнять, и там даже есть возможность откалибровать и указать более точное значение. Но тогда можно будет отдельно не устанавливать, например, датчик температуры, а совместить такое
такую обработку и брать эту температуру именно с этого датчика. Ну, как вариант, еще можно его прикрепить к какой-нибудь там велосипеду или коляске, если она установлена, например, где-нибудь на общей площадке, и нужно отслеживать, чтобы ее там не трогали, эти вещи. Но здесь тоже такой момент, что если его, конечно, там, допустим, возьмут и велосипед откатят куда-то в сторону, он перестанет ловить сеть. Эта информация тоже будет, конечно, видна в системе умного дома. Но может так произойти, что через некоторое время, когда датчик долго будет отсутствовать, он уже обратно не подключится, нужно будет вручную подключать. Тут, конечно, проще использовать какой-нибудь датчик открытия. Можно там сам датчик поставить на стену, прикрепить, к коляске или там, велосипеду прикрепить только магнит. И тогда в случае, если магнит отделяется от этого датчика, то тогда будет происходить событие, и это уже можно там отслеживать и обрабатывать в системе умного дома.